Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на декабрь 2025 года для дев, восходящих, солнечных, лунных дев. Дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, если вам нужно составление личного гороскопа, либо вам нужно обучение по ведической астрологии. И для ведических астрологов, уже действующих, есть очень хороший курс по чародашам. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае я вам рекомендую посмотреть на каждое видео. Под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках зодиака, именно по ведической астрологии. И фактически, поэтому если вы не знаете точное время своего рождения, ищите видео, в котором есть ваша дата рождения, и смотрите это видео. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает дев в декабре, как пройдет Новый год, чем девы будут заниматься и где они будут этот Новый год отмечать. Значит, 5 декабря будет полнолуние в вашем 9-м доме гороскопа. 9-й дом — это дом, который отвечает за зарубежные организации, за власть, за зарубежные поездки, за обучение отца, учителя, руководителя и всякие духовные мероприятия, инициации. И полнолуние в 9-м доме гороскопа может означать завершение какого-то процесса в госорганах, получение какой-то ясности от учителя, от руководителя, от отца, перемены в жизни отца, перемены в руководстве на работе, ну, либо окончание какой-то учебы в том числе. Даже зарубежная поездка может быть по факту по этому полнолунию в 9-м доме гороскопа. Второе событие важное: с 5 декабря по 1 июня Юпитер возвращается в ваш 10-й дом гороскопа. Ненадолго он зашел в ваш 11-й дом гороскопа, давал тенденцию на расширение финансов, улучшение финансов. Но сейчас возвращается в ваш 10-й дом гороскопа, где он был до октября 2025 года, для того, чтобы вы доделали вопросы, связанные с получением статуса, с изменением работы. Это изменение статуса любое, да, выход на пенсию, получение паспорта, гражданства, получение какого-то разрешения глобального и так далее, и так далее. Либо регистрация отношений, потому что Юпитер и на перемены в личной жизни тоже, на то, чтобы завершить какие-то процессы, связанные с личной жизнью. Если вы их начали в первой половине, не в первой половине, вот до октября 2025 года, если вы их начали и они ушли у вас на второй план, то сейчас как бы Юпитер вас склоняет к тому, чтобы идите, доделывайте. С 6 декабря по 29 декабря еще одно возвращение. В ваш 3-й дом гороскопа возвращается Меркурий. Меркурий возвращается в дом гороскопа, в котором он был тоже в первой половине и чуть больше, чем до середины ноября. 3-й дом гороскопа — дом документов, дом коротких поездок, дом общения, дом братьев и сестер. Ну и что я могу сказать вам, мои дорогие девы? Вам, конечно, не привыкать, но это управитель всего гороскопа, направленный в сферу документов, в сферу общения, коротких поездок. И получается, что возвращение к какой-то суете, возвращение к каким-то, возможно, вопросам, документам, либо поездкам, которыми вы занимались в начале ноября до середины ноября, чуть больше. Вот какая-то движуха, тусовка, суета, сует возвращается в вашу жизнь, активное общение, обсуждение, активные какие-то коммуникации, активная занятость именно с точки зрения информации в первую очередь, потому что много дает Меркурий в 3-м доме гороскопа общения в первую очередь, всегда
с другими людьми. Ну, он как бы вас сейчас возвращает. Возможно, вы что-то не доделали. Тогда, когда Меркурий первый раз шел по третьему дому гороскопа. И это в том числе на переподписание контрактов по работе, кстати, на переоформление паспорта или других документов, на прохождение какого-то обучения тоже, возможно, курсов каких-то, и все в таком роде. А с 7 декабря по 16 января начинает смещаться фокус на четвертый дом гороскопа. Сначала в четвертый дом гороскопа заходит Марс. Марс в четвертом доме гороскопа у нас создает такую комбинацию. Во-первых, на то, чтобы тоже, кстати, оформлять документы на недвижимость, на транспорт, на место жительства, возможно, документы для мамы какие-то оформлять. Также Марс тоже дает тенденцию на оформление документов по работе, тоже может быть переподписание контрактов. Но еще Марс создает комбинации на то, что к вам могут домой приезжать какие-то гости, братья, сестры, друзья могут приезжать, и вы можете отправляться в поездки, возможно, совместные. И могут быть какие-то срочные, быстрые поездки. А еще может быть какое-то расхламление на то, что вот срочно, быстро выбросить все из дома, что-то такое. Ну, может быть, какая-то уборка глобальная перед Новым годом, тотальная. Марс вообще в четвертом доме гороскопа раздражает нас, потому что четвертый дом — это дом внутреннего счастья. И он драконит наше внутреннее счастье, то есть дает нам какую-то неудовлетворенность тем, что в нашей жизни происходит, и желание это очень сильно изменить. То есть мы становимся очень деятельными, активными, наша энергия направляется на то, чтобы вот это вот, можно сказать, вот эту болячку сковырнуть. То есть когда вот что-то тебя не устраивает, ты вот прям очень хочешь, чешутся руки что-то поменять. Вот Марс будет давать такую тенденцию. Что-то поменять, вот что-то вот вытворить такое. Но вообще четвертый дом — это же еще то место, где мы живем. И в четвертом доме у нас начинается все с Марса. А Марс — это планета конфликтная, планета агрессивная, поэтому может быть дома шумно, может быть какой-то ремонт, может быть какие-то шумные соседи, может быть какая-то стройка рядом. То есть что-то такое вот какое-то шумное очень. Возможно, в вашем районе очень сильно будет это вот пиротехника на Новый год. То есть какой-то тенденция к какому-то шуму или к какой-то неустроенности домашней по этому Марсу. Хотя в целом все равно Марс показатель недвижимости, поэтому вопросы недвижимости у кого-то из дев тоже могут решаться. Вопросы, где жить, куда переехать, какие-то такие тоже могут решаться. С 16 декабря по 14 января в четвертый дом зайдет еще и Солнце. Солнце тоже, оно как бы проясняет какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, транспортом. Помимо этого, Солнце у нас заходит в четвертый дом гороскопа как управитель 12 дома, дома потери дальних поездок. Поэтому тенденция на дальние поездки создает тенденцию на то, чтобы тоже к вам кто-то приезжал в гости. И еще на продажу недвижимости, транспорта, если вы в этом заинтересованы, если у вас есть такие процессы. Но должна вас предупредить, что Солнце с Марсом — это такая огненная комбинация. И для дев актуально на Новый год не баловаться пиротехникой, стараться не баловаться вот этими вот всеми петардами, салютами, потому что формируется комбинация, которая вот у нас, которая в астрологии отвечает за такие вспышку, за пожары, за взрывы, даже не за взрывы, но вот эта вот вспышка какая-то. Поэтому старайтесь в этот Новый год обходиться без пиротехники. Это касается вашего жилья, того места, где вы живете, касается вашего транспорта. Старайтесь вот это вот все избегать на Новый год. Потом 20 декабря будет новолуние в вашем четвертом доме гороскопа. Четвертого дома новолуние — это начало чего-то нового в недвижимости, транспорте, в месте жительства, либо у мамы, либо процессов каких-то связанных с мамой. То есть это может быть переезд, это может быть поездка, это может быть покупка недвижимости, транспорта тоже, ну, продажа, покупка.
Это может быть перепрописка, смена арендного жилья, что-то в таком роде, либо какой-то новый этап в жизни мамы. Но это касается, кстати, и работы, поэтому и вопросы статуса тоже могут очень активно в этот период решаться. А с 20 декабря по 13 января в четвертый дом гороскопа зайдет еще и Венера. А Венера у нас планета красоты, любви, поэтому налаживать отношения с мамой. Венера еще и планета транспорта, поэтому если у вас идут соответствующие периоды в гороскопе, то есть не у всех дев, я предупреждаю, но две планеты, связанные с недвижимостью и транспортом, в доме недвижимости и транспорта, они могут давать желание решить вопросы с недвижимостью и транспортом, продать, купить, может быть, получить в дар, может быть, еще как-то выиграть или еще что-нибудь. То есть вот все, что связано с недвижимостью и транспортом, тут оно будет очень активно. Помимо этого, Венера — планета красоты, и желание наводить красоту в том месте, где мы живем, тоже будет очень присутствовать. Возможно, кстати, даже маме что-то покупать. То есть есть тенденция на вложение денег в дом. Это может быть и в дом, и на машину, и на маму по Венере. И это может быть, допустим, и маме что-то покупать, например, одежду или просто деньги давать, либо в дом какую-то обстановку, цветы, мебель, все в таком роде. Зарубежные поездки могут из-за рубежа тоже к вам приезжать. То есть у вас в доме будет такая движуха очень серьезная на Новый год. Возможно, и даже к вам гости придут на Новый год, потому что как будто бы со всех сторон все стекаются в ваш четвертый дом гороскопа, в тот дом, где вы живете. Ну и с 29 декабря по 17 января еще и Меркурий заходит в ваш четвертый дом гороскопа. Вот это вот уже управитель вашего всего гороскопа в том доме, где вы живете. То есть вы как бы сами прячетесь у себя дома. И при этом очень дома суетливо, потому что Меркурий — это Меркурий, много разговоров, много писать, много общаться. Есть тенденция по этому Меркурию на получение статуса, связанного с недвижимостью, транспортом, на то, что может быть, опять же, смена арендного жилья у кого-то, либо смена каких-то условий проживания в арендном жилье, что-то в таком роде. По этому Меркурию какие-то перемены могут быть. Помимо этого, Меркурий в четвертом доме гороскопа еще даст много разговоров с мамой. Может кому-то мама приезжать, либо Меркурий, конечно, не дает ваш приезд к маме, хотя тоже возможно, да, потому что четвертый дом — это дом мамы. То есть как бы встретиться с мамой, либо каким-то образом вот контактировать с мамой, либо заниматься вопросами, то есть у вас весь фокус в домашние дела, весь фокус в дела мамы, в дела недвижимости, в дела транспорта и все, что с этим связано. Возможно, там у вас какие-то глобальные перемены намечаются, либо какие-то процессы формируются, и у вас прям очень активная такая будет ось, обмен между Меркурием и Юпитером, четвертый, десятый дом. Недвижимость, транспорт и статус и работа. Вот все как-то будет очень сильно взаимосвязано в этот период времени, то есть вторая половина декабря, первая половина января. Все будет связано у вас с домом, с документами, возможно, какие-то тоже будете решать вопросы серьезные, процессуальные, и в том числе, где жить, где работать, это тоже может быть актуально. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.